Сегодня у нас 24 февраля за календарем, но по погоде у нас сегодня где-то апрель месяц. Все понемногу начинает оживать, даже птицы сегодня поют, погода теплая. И следующие 10 дней синоптики обещают температуру около нуля. Ну там -2, -3, +2, +3 и так дальше. Хочу сегодня обрезать яблони разных возрастов, начиная от однолеток, вот таких как здесь, вот эта веточка, и заканчивая 4-5-летними яблонями. Так что давайте начнем. Как же это я буду сегодня делать? Вот это однолетка, садил я таких осенью, по-моему, 5 яблонь на этом участке, и поэтому начнем обрезку. Значит, внизу у нас вот в этом месте есть такие коротыши, очень как бы похожи на плодовые веточки, но это не плодовые. Поэтому я их обрежу, так скажем, на кольцо. Хотя я очень не люблю этот метод на кольцо, но именно в этом месте эти веточки никакой пользы не несут. Поэтому за год, за два эти места зарастут, и здесь будет ровный штамп. Ну а по высоте обрежу приблизительно на высоте 80 сантиметров. И это, как по мне, то это вот будет где-то здесь. Над почечкой. И с вот этой верхней почки начнет расти проводник. А с 2 или 3 нижних начнут расти ветки первого яруса. Получается, там, где мы сделали срез, в том месте и будут чуть ниже расти ветки какого-либо яруса. Если мы хотим сделать второй ярус, то тоже, когда мы делаем срез, то именно вот в этом промежутке будет создаваться ярус. Вот следующая яблонька, такая тоже 1,5 метра высотой. Ее так оставлять нельзя. Здесь внизу также веточка, такой коротыш. Я ее обрежу, чтобы был у меня ровный штамп. И на высоте где-то 80 сантиметров делаю вот так обрезку. Получается вот такая, так скажем, палка. Здесь есть такая плодовая почка. Я ее не трогаю. Она мне не мешает. Из нее никакой пользы не будет, но и никакого вреда. Она сама по себе потом может отсохнуть, и потом ее можно просто либо отломать, либо обрезать. Следующая яблонька — это чемпион. Здесь у меня 3 не совсем стандартных яблони в этом вот ряду. Первая, там вторая и третья. Поэтому сейчас покажу, как я буду обрезать вот эту нестандартную яблоню. Так, значит, с чего начинаем? Начинаем, выбираем, что у нас будет центральным проводником. Центральный проводник, вот у нас он. Не совсем, конечно, ровный, но что имеем, то имеем. На задней части, вот у основания, выходит тоже вот такая ветка, которая тоже как бы пытается быть центральным проводником. Я ее обрезаю, чтобы сделать как бы центральный проводник, выделить. Дальше у нас есть внизу вот эти коротыши. Здесь я их удалю. Они мне здесь не нужны. Так. Дальше у нас вот еще ветка такая есть. Она тоже как бы пытается быть конкурентом центральному проводнику. Я ее обрежу на вот такую короткую ветку, чтобы сформировать из нее, получается, веточку первого яруса. И хоть она будет немного низко, здесь сантиметров 40 от земли, но такой саженец, что поделать. Здесь ветка есть, вот, получается, под ней. Она нам вообще не нужна. Ну, а из вот этих 2, или там вот еще 4-я есть, сейчас посмотрю, какие мне более удобные. Она здесь на северной стороне, она не нужна. А вот эта веточка, она идет на южную сторону. Поэтому вот на этом уровне
я ищу приблизительно почку и делаю срез. Ну, немножко выше, но она тоньше, поэтому пускай она укрепляется. И от того, что она выше, сюда будут поступать питательные вещества немножко лучше. Так, а сзади вот такая еще есть веточка, очень низко. Она здесь сантиметров 30 даже, наверное, и не будет. Я тоже ее вот так укорочу. И получается, что у меня есть центральный проводник и 3 боковых ветки первого яруса. Хоть они и низко, но попытаемся с них что-то сформировать. Дальше на глаз определяю от первого яруса и до того места, где я хочу создать второй, приблизительно 50 сантиметров. Можно даже 60. Значит, секатор у меня где-то получается 20 сантиметров. Можно вот таким способом. Раз, два и 3. И вот в этом месте ищем нужную нам почку. И делаем срез. Вот такое получилось у нас деревцо. Надеюсь, что все эти деревца приживутся. И будет все хорошо. Следующий экземпляр. Вот эта яблонька очень похожа, такая, знаете, как дичка. В общем, растет что куда. Поэтому тоже попытаемся из нее что-то сформировать. Значит, вот эти все мелкие боковые, их отрезать, чтобы они не тянули питательные вещества. Полностью все вот это вырезаю мелкое. Так, получилось вот такой штамп, а в верхней части вот такое разветвление. Что с ним будем делать? А я с ним сделаю вот так. В этом месте я сделаю срез. Вот это все удалю. И вот это удалю. И получилась вот такая палка. С вот этих мест должно выдавливать почки ростовые. И будем создавать с этого дерева новую крону. Здесь первый ярус и центральный проводник. Еще одна яблоня. Вот такая, не совсем правильная. Тоже ветки начинают отходить. Уже, так скажем, первый ярус на высоте сантиметров 30. Поэтому надо нам немножко подправить. Значит, вот здесь есть такая веточка. Вот это центральный проводник. А вот это как бы отходит с того же междоузлия, и она здесь мешает, поэтому полностью убираем ее. Дальше сзади вот такая есть, вообще никакая, кривая, тоненькая, ее тоже полностью убираю. Вот эти все мелкие коротыши вырезаем. И что у нас получилось? У нас остался центральный проводник и одна боковая ветка. Боковую ветку я укорачиваю. Вот это все я вырезаю. А центральный проводник от этого места беру сантиметров 30 и на такой высоте обрезаю. Почему 30? Да потому что вот в этом месте только одна скелетная ветка. Поэтому если я сделаю 50-60 сантиметров, то остальные скелетные ветки будут очень высоко. И получается, что внизу у меня будет только одна боковая. Поэтому я смотрю, где мне выгодно. Вот есть там сзади почка. Почка сюда вправо. Значит, над вот этой почкой я делаю срез. И получилось вот такое деревцо. Центральный проводник и одна боковая скелетная веточка. Так, еще одна яблонька. Здесь, честно говоря, я не знаю, она очень похожа на двухлетку. Потому что здесь уже пытались сделать срез и сформировать первый ярус. Но срез сделали очень низко, и первый ярус получился тоже очень низко. К тому же внизу создались вот такие боковые веточки. Мы их тоже будем здесь вырезать. Одна и вторая.
Так, вот такое у нас получается. Значит, ветка есть влево, ветка есть вправо. Есть вот эта веточка, она очень горизонтальная. Если я ее оставлю и срежу вот в этом месте, она утолщится, удлинится и потом ляжет на землю. Я этого не хочу, поэтому я сразу ее тоже убираю. Так, а с вот этих боковых влево-вправо пытаюсь сформировать первый ярус. Здесь делаю срез вот в этом месте. И на таком же уровне ищу почку на вот этой веточке. Так, где у нас здесь есть? Ну, думаю, вот в этом месте где-то. Получается вот так. Ну, немножко ниже, но зато так, как мне нужно. Дальше есть у нас вот такая рогатка. Очень длинные ветки, здесь больше метра. Значит, вот эту оставляю за центральный проводник, а вот эту оставлять нельзя. Но мне нужна сюда еще одна, хотя бы третья, скелетная ветка первого яруса. Поэтому я срезаю здесь, вот в этом месте, делаю вот такой пень. Вот здесь есть ростовая почка. И вот в этом месте надеюсь, что вырастет еще одна веточка первого яруса. Ну, а центральный проводник отмеряем от этого места 3 секатора. 1, 2, 3. Можно даже чуть меньше. И срезаем где-то вот в этом месте. Вот такое получилось деревцо. Следующее деревцо — яблоня Green Sleeves. Это уже будет второй год и, так скажем, это двухлетка. Так получилось, что у нее веточки первого яруса как бы очень высоко. Они начинаются на высоте где-то 80 сантиметров. И здесь нет как бы вот, как бы считается первый ярус, а здесь второй. Здесь сантиметров 20 между первым и вторым ярусом. Это нехорошо. Так, здесь вот есть такой коротыш. На конце что-то типа плодовой почки. Думаю, с вот этой веточки попробовать создать еще скелетную ветку. Вот одна будет, вторая и третья. Поэтому вот эту веточку, которая выше, я буду удалять. Она мне здесь будет мешать. Дальше у нас есть вот эта ветка. И над ней сантиметров 20, чуть-чуть как бы туда взад, со смещением идет еще одна веточка. Она тоже там не в тему, поэтому я тоже ее буду вырезать. Так, здесь внизу у нас получилось вот так. А уже как бы второй ярус у нас ветки расходятся вот так. А центральный проводник я вообще не буду здесь обрезать, потому что он вырос сантиметров 40, не более того. И здесь нет смысла его обрезать. Я убрал все лишнее, оставил то, что мне нужно, на мой взгляд, и пускай эта яблонька растет дальше. Конечно, во втором ярусе можно еще веточки укоротить. В принципе, ну давайте сделаем. И получается вот такая яблоня. И еще одна яблонька, тоже двухлетка, посажена еще позапрошлой осенью. Значит, здесь вот в этом месте есть такой сухой пенечек, мы можем его обрезать, а можем и оставить, в принципе. Он никакого вреда не несет. Значит, здесь явно выраженные есть две боковых ветки. Мы их укоротим. Вот так. И вот так. Значит, вот это у нас будет первый ярус. Но две веточки немножко маловато. Поэтому попытаемся вот с этой ветки создать еще одну веточку первого яруса. А сзади у нас есть тоже вот такая тонкая. Тоже обрежу и попробую создать еще одну ветку.
Центральный проводник вырос сантиметров больше 50, поэтому можно немножко верхушку обрезать. Обрежу я ее вот в этом месте. И получилась вот такая яблоня. Следующая это яблоня Fuji. Я уже не один раз ее показывал в своих видео. И это уже у нас получается, что будет у нее начинаться 3-й сезон. Это уже как бы 3-летка. Поехали. Значит, в нижнем ярусе у нас 3 боковых ветки. Они такие длинные выросли. Мы немножко их укорачиваем. Вот это развилочки вот эти удаляю. И переходим к следующей веточке. Вот центральный проводник вот этой скелетной ветки. Выбираем почку и обрезаем. Обрезаю на почку, которая выходит внешне. Дальше, если вот так оставить, вот это как бы главная ветка, а вот это подчиненная. И она уже получается у нас выше. Мы должны сделать ее в 2 раза короче вот этой веточки. Поэтому я ее обрежу где-то вот в этом месте. Так, ну поскольку у нас вот эта ветка стала короткой, а вот эта длинной, то думаю, что все-таки я тоже ею пожертвую и сделаю такой коротыш из нее, чтобы уже как бы соподчинить. Вот так у нас будет сформирована 2-я веточка. И здесь 3-я. Можно сразу обрезать вот эту боковую, как вот здесь. Так. Вот почка у нас здесь в этом месте. Так, ну и 3-я скелетная ветка. Укорачиваем ее где-то вот в этом месте. Так, с 1-м ярусом разобрались. 2-й ярус, ветки должны быть немножко поменьше. Поэтому я также их укорачиваю. Ну, где-то наполовину. Вот так у нас будет 2-й ярус. Здесь есть вот такой плодовый прутик и на конце цветочная почка. Я ее не трогаю. Если она зацветет, эта веточка вот так начнет нагибаться. И из каждой ростовой почки начнет вырастать плодовая. И это уже будет полностью такая плодовая веточка. Ну и осталось нам еще укоротить центральный проводник. Отмеряем приблизительно от 2-го яруса 2,5 секатора. И делаем обрезку. Получается у нас вот такое деревцо. Надеюсь, будет там видно правильно сформированной яблони 3-летки. Так, ну и попробую показать еще одну яблоню, которая будет начинаться то ли 3-й, то ли 4-й сезон. Если честно, уже даже не помню. Значит, здесь тоже у нас 3 хороших мощных ветки 1-го яруса. Уже создаются плодовые образования, плодовые прутики, плодовые почки. Значит, был здесь 1-й пробный урожай. И покупалась эта яблоня как флорина. Но по вкусу и по созреванию что-то похожее на Слава Победителю. Ну, посмотрим. Возможно, этот год уже точно поставит все точки над «и». Так что давайте вот обрезаем 1-й ярус. Хотя здесь вот у нас есть плодовая почка. Но она в таком не совсем удобном месте. Поэтому я обрежу немножко ниже ее. Любая обрезка усиливает ветку. Она становится толще и укрепляется. И от этого под весом урожая она все-таки не нагибается к земле, а держит свой урожай, старается держать. Значит, здесь вот есть на ней такие боковые ветки длинные. И хоть заканчивается плодовой почкой, но здесь тоже мне не очень выгодно, так далеко эта веточка ушла. Поэтому я ее обрежу, укорочу. И также сделаю вот с этой стороны.
посмотрю, где удобная почка, и сделаю обрезку. Жаль, снега сейчас нет, и не знаю, как там будет вообще вот это все видно. Значит, следующая скелетная ветка первого яруса, она пошла как бы вот так вверх, начала подниматься. Это не совсем удобно, поэтому сделаем на ней обрезку. Сейчас посмотрю, где у меня здесь есть. Ну, где-то вот в этом месте. Вот это все надо удалить, потому что очень сильно погнало вверх. Может перехватить на себя питание центрального проводника и начать быстро очень утолщаться. Так, что у нас здесь? У нас здесь есть вот такая боковая ветка, которая после среза вот этой веточки стала выше. Поэтому нам тоже ее надо сделать пониже. Вот в этом месте я укорочу ее. Ничего лишнего я не убираю. Так, и еще вот не знаю, что делать мне с вот этими вертикальными плодовыми прутиками. Как бы их и надо удалить. И я, наверное, так и сделаю. Все-таки я их удалю, а вот эту оставлю на ней плодовую почку на окончании. Так, с этой веточкой мы тоже разобрались. Осталась у нас еще вот здесь задняя, северная сторона. Также вот в этом месте укорачиваю и как бы соподчиняю все ветки, так скажем, на одном уровне. На ней отходит в сторону такая большая длинная ветка. Я тоже ее немножко укорочу. Здесь чуть выше тоже отходит ветка. Я тоже ее укорочу. Пускай пока будет. Так, а вот в этом месте идет ветка такая вертикальная. Она очень неудобная, хоть и есть на ней плодовые образования. Поэтому там сзади есть плодовые почки. И я обрежу вот в этом месте, оставив вот эти плодовые почки. Во втором ярусе у нас здесь есть вот такая ветка, одна. Далее чуть выше, толще, вторая. Значит, что-то с этими ветками надо делать. Вот эту ветку я оставлю как веточку второго яруса, а вот эту сделаю плодовой. Вот это, что идет вверх, я обрежу, а оставлю вот эту плодовую. Такой плодовый прутик, плодовое копьецо, чтобы эта ветка больше не росла вверх. Здесь веточка тоже есть на окончании плодовое образование. Она начнет нагибаться, перестанет расти, но из каждой ростовой почки вырастет плодовая. Ну а дальше у нас есть 3 ветки второго яруса. Тоже делаем обрезку на них. 1, 2 и 3. Все как бы на одном уровне обрезали эти веточки. Здесь вот это все коротыши, это все плодовые копьеца. Отсчитываем от этой ветки 1, 2 и еще полсекатора. Делаю вот в этом месте обрезку, и получается у нас вот такая яблоня. На этом, думаю, заканчиваем с молодыми яблонями. В следующем видео покажу немножко постарше, уже 3, 4 и 5 лет обрезку. А на сегодня у меня все. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Поэтому на сегодня у меня все. До следующего видео.